События разворачивались в одной из крупных клинических больниц. В палате интенсивной терапии уже несколько месяцев находился влиятельный предприниматель по имени Итан Браун, не приходя в сознание после тяжелой аварии. Врачи фиксировали стабильное, но безнадежное состояние, никакой реакции, никакой динамики. Медсестра Нора Хейл, проработавшая в больнице почти всю жизнь, первой заметила странные изменения. Показатели Итана начинали улучшаться по ночам, всегда в одно и то же время. Вскоре стало ясно, что это совпадало с тайными визитами маленькой девочки по имени Эмми. Ее мать, Лаура Миллер, работала ночной уборщицей в больнице и не подозревала, что дочь иногда ускользает в палату к незнакомому пациенту. Эмми просто сидела рядом, держала Итана за руку, рассказывала о школе, о своих мечтах и тихо напевала колыбельные. Именно в эти минуты приборы начинали фиксировать всплески мозговой активности. Нора, понимая, что происходит нечто необъяснимое, решила молчать и позволила этим визитам продолжаться. Через несколько недель произошло невозможное. Итан вышел из комы. Его восстановление шло быстрее всех медицинских прогнозов. Он не помнил многих деталей своей прежней жизни, но отчетливо сохранял ощущение, что все это время рядом с ним кто-то был. Узнав правду, он настоял, чтобы ни Эмми, ни ее мать не понесли наказания. Постепенно Итан стал частью их жизни. Он узнал о трудностях Лауры, о ее несбывшейся мечте стать медсестрой, о том, как много Эмми значило простое человеческое внимание. Для человека, окруженного деньгами, но лишенного тепла, это стало переломным моментом. Со временем Итан изменил приоритеты, дистанцировался от холодной семьи, пересмотрел бизнес и вложился в социальные проекты, связанные с медициной. По его инициативе в больнице появилась программа, в рамках которой дети могли навещать одиноких пациентов, находящихся в длительном бессознательном состоянии. Эмми стала символом этой программы, не как чудо, а как напоминание о том, что присутствие, искренность и забота способны дать человеку больше, чем самые современные технологии. История, начавшаяся с тайного визита ребенка в реанимацию, превратилась в новую жизнь для всех ее участников и доказала, что иногда, чтобы спасти человека, достаточно просто быть рядом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.